Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Сергей Станкевич на связи прямо сейчас. Сергей Борисович, здравствуйте. 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 Приветствую вас и нашу с вами аудиторию. Напоминаю, что я миротворец, христианский пацифист, это мои личные убеждения. А кроме того, я приглашаю всех желающих в свой телеграм-канал «Станкевич объясняет», где все, что мы здесь не доспорим, мы можем доспорить там. У нас площадка открытая. Да, друзья, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в комментариях активно, что думаете по поводу происходящего. Начать я хочу с заявления Уитакера, представителя США при НАТО. Он говорит, последний ярд остался до мира. Есть реальное предложение. Перед этим заявлением мы слышали Трампа, который говорит, что все в принципе на мази по завершению войны в Украине. В Зеленском проблема. Что это за предложение? Что на самом деле американцы готовят? И самый главный момент, да, Зеленский же вовсю трубит, мы готовы к миру, мы готовы, вот проблема в России, а тут оказалась проблема в Зеленском. Как распаковать эти заявления и, собственно, что подразумевают американцы, когда вот так, выходя в свет, ну, прям ошарашивают всех? Потому что и Орешник уже был, и чрезвычайная ситуация в энергетике, и фронт, и обстрелы, и, в общем, ничего не предвещает решающей стадии или последнего ярда, а они о нем говорят. Это такая рекламная разминка, это подготовка аудитории к восприятию того, что должно быть вскоре заявлено. Вот чтобы, во-первых, ожидали, а во-вторых, как бы подготовились аплодировать. Вот такая типичная, такая маркетологическая арт-подготовка. Что на самом деле за ней стоит? Да, в Россию переданы американские предложения. Доработанный Соединенными Штатами план. Он шире, чем пресловутые 20 пунктов. Он был передан представителю России Кириллу Дмитриеву в Париже. И там действительно по нескольким блокам тем даны достаточно обширные предложения, причем некоторые из них Россию устраивают, некоторые нет. Есть такие, которые можно в ходе переформулирования сделать интерпретационными, то есть допустить и нужную России интерпретацию. То есть с этим можно работать. Это основа. Единственное, что в этом пакете, а это пакет, это не один текст, нет того самого важного, который мог бы стимулировать Россию. Ну, как говорят маркетологи, специальное предложение. А для вас сейчас у нас специальное предложение. Вот нет специального предложения, где содержались бы какие-то явные выгоды для российской стороны и какой-то отклик вот на российские коренные причины. Не секрет, что Россия некоторые особые коренные причины выделяет как главный стимул к войне, а если их учесть, то это будет главный стимул к миру. И вот это я хотел бы, чтобы запомнила наша аудитория и правильно оценила. Дело в том, что Россия не может выйти из этого конфликта, просто поделив территории. Потому что это вообще не спор о территориях. Территории возникли, да, и что-то с ними надо потом делать, но это все-таки не об этом разговор. Вот если Россия согласится, что вот здесь мы фиксируем линию разделения, какие-то территории к вам отойдут, какие-то территории мы даже признаем юридически, а какие-то не признаем и так далее. Но на оставшиеся под контролем Киева территории мы будем строить склады, логистические хабы, создавать военные базы по существу, еще только не без персонала. Но делаем все, чтобы только персонал извне мог заехать, натовский, да, и с завтрашнего дня, уже взяв оружие, боеприпасы, заселив казармы, вот все это пустить в дело. Мы всем этим будем заниматься. Мы создадим там мощнейший вооруженный форпост. И это будет фронтир, который нацелен, заточен на конфликт с Россией, причем не только на реванш, вот в этом
конкретном эпизоде военном, но и на конфликт с Россией вплоть до ее развала. И вот все это мы будем тщательно выращивать на территории, которая останется под контролем Киева. И там никакого русского языка, никакой там русской культуры. Мышь не просмыгнет, если она выбежала с территории России. Все это будет подавлено, включая там и православную церковь. Вот на этих условиях не может Россия выйти из войны и не будет выходить. Точно. Как бы на нее кто ни давил, какие бы невероятные санкционные пакеты не изобретались, какие бы грозные заявления не делались и так далее, какими бы блокадами кто-то не грозил. И вот с этим граничным обстоятельством, надо наконец смириться, надо наконец его признать. Никуда мы его не денем, никакими заклинаниями, никакими проклятиями, никакими завываниями мы этот не устраним, этот фактор. Поэтому Украина должна стать другой по итогам войны. Она должна стать другой. Она должна стать соседним, дружественным, братским государством, снова братским, не побоюсь этого слова, да, или вернуться к формуле дружбы, сотрудничества, партнерства, который мы когда-то записали в большой договор России и Украины в 1997 году. Значит, а зачем это американцам? Я просто вот это здесь хочу двумя чертами подчеркнуть это обстоятельство, от которого все проблемы наши исходят. Если мы это проигнорируем, война продолжится. Американцам зачем? Значит, что касается американцев. Американцам, в принципе, это незачем. Они вообще считают, что это проблема Европы. Проблема Европы. С дуру Байден, уже почти выживший из ума к тому времени, с дуру втянулся в сугубо европейскую, причем европейскую идеологическую войну. Потому что там в Европе засели глобалисты упрямые и упорствующие в своем сектантском заблуждении, да, которые хотели бы Украину, да, вот так вот использовать как вечный таран и вечный пылающий или тлеющий фронтир рядом с Россией. Вот европейцы это все затеяли, втянули Украину. Сейчас они там барахтаются, и Соединенным Штатам это не нужно. Соединенные Штаты имеют свою сферу влияния, все западное полушарие. Соединенные Штаты главные над тремя Америками, северной, центральной и южной. Сам лично Дональд – это царь трех Америк. Вот. И у Соединенных Штатов есть еще и точечные интересы, региональные какие-то интересы, прицельные, на территории Большой Евразии. Вот там Соединенные Штаты из своей крепости западного полушария будут доставать нужные им точки в той мере, в какой они им понадобятся, и не считаясь ни с какими другими ограничениями. Что касается Украины, это в принципе европейская проблема, но Штаты хотят завершить этот военный конфликт таким образом, чтобы Европа все-таки оставалась где-то под рукой, чтобы полностью с ней не рвать. Хотя мне трудно себе представить, как это удастся, этот номер Дональду Трампу, после того, как он заберет у Дании Гренландию, он ее заберет. Да? Вот как после этого будут какие-то союзнические отношения сохраняться, мне сложно себе представить, но на самом деле есть только один способ. Тогда надо по всей Европе поставить трампистов у власти. Вот тогда можно провернуть этот номер. Тогда можно и лихо закрыть украинский военный конфликт, и Гренландию приобрести, и союз с Европой соблюсти. Но там должны править уже другие люди, проверенные, как это, истинные там арийцы, проверенные члены партии. Вот они должны прийти там к власти. Это явно не легкая и не быстрая история. Вот такая ситуация. Поэтому путь к миру только через признание вот этих коренных причин и их устранение. А Зеленский, да, приходится согласиться с Трампом, и есть сейчас главное препятствие на пути к миру. Что дальше? Дальше вот сейчас приедут опять Кушнер и Витков, два
замечательных посланца Дональда Трампа на очередной раунд консультаций. То, что они ведут в Москве, это консультации, это не переговоры. И попытаются... Посекунчики будут? Ну уж над посекунчиками кто только уже не посмеялся. Ну так называется это блюдо, что делать? Как выяснилось вдруг. Да. Значит, кстати, надо заехать в этот ресторан, попробовать. Многие уже мои знакомые это сделали просто из любопытства, я вот еще не удосужился. Значит, что здесь важно? Вот они приехали на очередной раунд консультаций, они будут обосновывать вот этот пакет, полученный Дмитриевым в Париже. Их спросят, а где специальное предложение? Может быть, они его даже с собой привезут. И тогда как бы существенно вперед продвинутся. И если не будет вот этого пятого элемента в пакете, если не будет специального предложения, которое учитывает коренные причины конфликта и снимает их, ну, тогда, к сожалению, ничего большого, какого-то прогресса не получится. Вот такая ситуация. Ну, смотрите, Сергей Борисович, это все, конечно, значит, понятно. Однако есть детали. Ну, вот я не могу все равно понять, как бы, раскладов, да. Вот сейчас в Украине большие изменения. Кадровые, сопровождающиеся там скандалами с парламентом, с Тимошенко. Она выходит, говорит, все воры, нас вот замазывают, мы теперь реальная оппозиция. Федоров, как бы министр обороны, говорит о ССЧшниках, о 2 миллионах мужчин, у которых проблемы. В общем, кажется, система пересобирается, и этот кубик Рубика Зеленского, который он как бы выстраивает, он не к миру все-таки ведет. Ведь, смотрите, то есть там мобилизация, там, все сейчас высказываются против бусификации. Вот все. Бусификация это плохо, надо заменить на рекрутинг. Федоров говорит, давайте все там штурмовать будем дронами. В общем, все пытаются модернизировать то, что есть. Ну или какой-то кредит доверия, запас времени для этого будет или нет, неясно. Американцы же гонят в шею вроде бы как. То есть как вы структурные изменения в Украине прокомментируете в контексте выше изложенных, таких уплотненных по времени шагов, да, вот Америки в направлении России, заявлений Трампа и вот этой вот инициативы, которая, конечно, теряется в последнее время за Венесуэлой, Гренландией, Ираном и прочими, но все равно же остается в повестке дня. Меня заинтересовало слово «рекрутинг». Если это исторический рекрутинг, то тогда интересно. Слушайте, тут есть над чем этому самому Федорову, новому министру обороны, подумать. Исторический рекрутинг как выглядел? Да? В той самой Российской империи, частью которой была Украина, более того, не просто частью, а одним из соучредителей и бенефициаров этой империи. Так вот, как проводился рекрутский набор в Российской империи. Была повинность на 5-10 дворов. Ну, какую-то рекрутскую повинность устанавливают. Так, значит, от 5 дворов 1 рекрут. Или от 10 дворов 1 рекрут. Да? И они сами там собирались, смотрели на своих молодых парней. Вот кого мы выделим? Повинность-то надо выполнить. Так, может быть, имеется в виду так, что вот от одного многоквартирного дома, да, в Киеве там 1 рекрут или 2 рекрута установить такую повинность, и как бы пусть люди сами решают, кого отправить. Это так, прошу это воспринять как некоторый такой сочувственный сарказм, потому что то, что происходит, то, что я вижу на экране, это ужас. Это даже вопрос не в той физической жестокости, которая в данном случае применяется, как правило, а вопрос в полнейшем моральном ужесточении, уничтожении человеческого достоинства, которое при этой сцене происходит. Надеюсь, что если министр Федоров хотя бы с этим покончит, безобразием, ну, может быть, большего от него и не надо требовать. Что касается
дальнейшего. У Трампа сейчас важнейшая проблема в чем состоит? Вот почему он не может стать миротворцем в российско-украинском конфликте? Потому что он исходит из мысли, что надо принуждать обе стороны. Принуждать обе стороны. А он некий вот нейтральный судья, причем которого кто-то свыше наделил какими-то особыми полномочиями и одновременно особыми инструментами принуждения. Вот нет у Трампа ни особых полномочий, ни особых инструментов принуждения. И не нужно ему принуждать обе стороны. Это бессмысленно. И это тупик абсолютный. Надо точно понять, чем этот конфликт может в принципе закончиться. А ведь все условия для финала уже созрели. Мы уже говорили о том, что конфликт Украины проигран, и надо его фиксировать только одним способом, как управляемое неполное поражение, УНП, как и заканчивалось большинство войн в истории человечества. Поэтому давить-то надо на ту сторону, которая против такого финала, то есть против УНП, управляемого неполного поражения, и хочет побороться даже не в интересах своей страны, потому что Зеленский не в интересах страны борется там за что-то. Это он так объясняет, в общем-то, лживо объясняет, фейково объясняет свою мотивацию, а на самом деле не за интересы страны. В интересах страны это самое УНП сейчас зафиксировать и как можно быстрее уйти дальше от этого молота войны и начать каким-то образом восстанавливать израненную и больную государственность. Это в интересах страны. Зеленский продолжает войну в надежде вместе со своими европейскими союзниками протянуть время немного, пока Трампа сначала свяжут по рукам и ногам после выборов в Конгресс, а потом и ему вообще будет не до Украины по разным причинам. Значит, импичменты начнутся, там, то тут, то там рванут другие кризисы и так далее. Значит, он тянет время. Для чего? Для того, чтобы его корпорация войны подольше оставалась в власти и чтобы, может быть, каким-то образом пропетлять. И, может быть, выскочить все-таки вот на эту ситуацию, на сделку по территориям, без смены государственного проекта, без смены правящей элиты. И даже если он персонально уйдет, то он позаботится о том, чтобы были преемники, которые его не сдадут и дело продолжат. Вот, собственно, мотивация Зеленского. Поэтому он и только он является препятствием. Россия подтвердила, что на УНП готова это так фиксировать. И тот пакет условий, на которых она настаивает сейчас, он является, в общем-то, минимальным по смене проекта. И самое это главное в нем, вот философски посмотрите на это. Конфликт возник тогда, когда Украину попытались перетащить из одной сферы влияния в другую сферу влияния, в западную, да, и сделать там тараном и инструментом антироссийским. Это почти удалось, но вызвало в итоге конфликт. И вот сейчас каким образом можно Россию убедить, чтобы все-таки отпустить, кусок откусить, и остальное отпустить туда, в западную сферу влияния, со всеми вытекающими последствиями? Никаким. Поэтому убеждать надо, давить надо на одну сторону, а лучше всего, чтобы процесс давления не затягивался, поменять, наконец, это первое лицо в Киеве. Пусть уже кто-то вменяемый там появится. И я, кстати, рассматриваю вот эту историю с Юлией Тимошенко в этом контексте. По-моему, у меня нет доказательств, но такое ощущение, что ее убирают почему-то. И, наверное, все-таки это не американцы сделали. Тут какое-то другое влияние. Ее убирают как наиболее естественного человека, который мог бы стать переходным оператором процесса. Потому что нужно будет в случае ухода Зеленского, может быть, даже добровольного, но не совсем добровольного, нужно будет назначать спикера, исполняющим обязанности президента. Это, конечно, должен быть новый спикер. И очень серьезные взгляды
были адресованы в этом смысле Юлии Тимошенко, ну, самый опытный, самый матерый политик, прошедший огонь и воды, все что угодно видевший, с опытом, со связями, с возможностью продавливать, да, какую-то относительно Ну и приемлемую для разных сторон линию, да, самый для разных сторон. главный плюс, который они, ну, говорят о ней, она не пророссийская. Нет, она не Вот, пророссийская, вот это конечно. вот, смотрите, то есть не по риторике. Ну, понятно, что было всякое в истории там независимой Украины, там и трубы, и визит к Путину, и Ющенко, вот это как бы в А, прошлом. а что, любой визит к Путину означает пророссийскость? Да нет, ну Нет, что вы, Сергей. имеется в виду ну, то есть, помните, газовая королева, то есть все резко Ну и что? вспомнили, кто такая Юлия Тимошенко на самом деле, да, и она там была когда-то номером 5 вообще самых богатейших людей СНГ. Ну, то есть даже Коломойский посмеялся, говорит, елки-палки, тревожат пожилую женщину какие-то там эти несчастные 4 пачки, эти доллары, Зря он фу. про возраст упомянул. Ну, знаете, просто Нет, джентльмен, нет, джентльмен. ну, Да. давайте так, давайте так. Если это в этой конве, вот эта вся история, то вы можете, ну, как бы объяснить, так как вместо кого? Ну, то есть, кого выдвигают вперед, если, допустим, виды были на Тимошенко? У Тимошенко есть одно преимущество, как у переходного лидера, который может договориться об условиях выхода из войны, об этом самом УНП. Одно, но решающее преимущество. Она, во-первых, почти единственная, кто реально может договориться с противоположной стороной, не будучи пророссийской, может договориться. А во-вторых, потом принять удар, связанный с тем, что она договорилась. Надо же еще и принять удар и выдержать его. Вот я не вижу другого, кто мог бы сделать и то, и другое одновременно. И договориться, и принять последующий удар, и выдержать его. Удержать позиции. Может быть, поэтому вот так на нее и набросились, да, чтобы ее устранить. Конечно, могут быть и другие, и они наверняка появятся. Какие-то другие претенденты на эту роль переходного лидера, который, помните песню, да, «Переведи меня через Майдан». Вот на роль того, кто переведет страну через Майдан, конечно, появятся и другие претенденты. Но вот этого очевидно присутствующего у Юлии Тимошенко качества у них оно не будет столь очевидным. В этом проблема. Хорошо. Если мы попробуем как бы смоделировать вот эту всю историю, которая касается непосредственно будущего Украины. Американцы немножко приоткрыли завесу, рассказывают нам про BlackRock, рассказывают про какие-то, скажем так, возможности для украинцев, которые как бы, да, вот, вернутся. Но мы же видим по факту немного другое. Друг Трампа, да, Лаудер, берет рудник, там очень интересная схема по процентам, короче, добыли 2%, ну, только 2% от добытого, вот, милости просим государству. Короче, в нормальной ситуации, мирной стране, государству, ну, это выглядит как грабеж, Сергей Борисович. А тут Зеленский говорит, там, зарплаты поднимет Трамп в Украине. Ну, то есть, получается, то, что не дограбила, не добила война, на этом поле будут, собственно, американцы работать и добивать, и как бы грабить. Понимаете, в чем дело? Нам могут засунуть вот эту упаковку окончания войны и долгожданного мира, перемоги, нам могут засунуть какие-то непонятные там, вот мы выстояли, мы сохранили государственность, а по факту-то внутри вот этой упаковки, внутри этого фантика, ну, будет дерибан еще похлеще, чем был всю дорогу с 91 года. А почему Украина и замечательная украинская общественность терпит, чтобы от ее имени, от имени Украины и от имени этой общественности вот таким образом раздавал
какие-то недра, какие-то возможности, какие-то активы Украины раздавал вот, собственно, президент, который только по названию президент, даже полномочий на это не имеет. И, кстати, должен сказать, что все то, что Зеленский сейчас щедрой рукой раздаст и подпишет, все будет аннулировано, как только он отойдет, наконец, от власти, потому что он это, во-первых, не имеет права подписывать, а во-вторых, он это даже не ратифицирует. Да? То есть это пустые бумаги, пустые векселя. Потом как бы все будет аннулировано и переиграно. Понятно, что Соединенные Штаты, если захотят, то в стороне не останутся, но тот, кто будет представлять в тот момент Украину, я уверен, что будет иначе вести диалог с потенциальными инвесторами. Так что сейчас это просто дым над водой, памятуя известный шлягер. Вот. И просто, опять-таки, возможность потянуть время, попытки потянуть время. Что касается Дональда Трампа, ему необходим момент истины сейчас, потому что после вот этого рейда на Венесуэлу у него такой момент эйфории некоторый наступил, хотя сейчас он уже чувствуется, что несколько увядает. Потом у него будет новая эйфория в связи с тем, что, скорее всего, ему удастся все-таки забрать Гренландию. Ну, Да уже ладно. видно, что удается. Ну, прям заберет. Удается. Прям, подождите, прям 51-й штат. Прям вот Нет, включить в состав. это ему не нужно. Это ему не нужно. Ну вот сейчас, хорошо, тогда два слова еще по Гренландии, потому что здесь читается сценарий. Вот конфликтологический сценарий абсолютно читается. Тут он классикой орудует. Смотрите, 3 шага. Шаг первый – делегитимация прав Дании на этот огромный остров. Не имеет Дания никаких прав там, после Второй мировой войны, во время Второй мировой войны, когда там Дания не могла ничего делать по Гренландии, фактически утратила контроль, мы туда зашли, мы обеспечивали ее оборону. После Второй мировой войны Гренландия, не имея никаких прав, не советуясь ни с нами, ни с ООН, почему-то восстановила свой контроль. В общем, ничего там датского нет и скоро не будет. Ну, датского там, кроме 2 собачьих упряжек, ничего нет. И придем и заберем. Это первый этап. Делегитимация. Прав никаких нет. Второй этап. Запугивание. Запугивание. Вот мы сейчас зайдем, мы там сейчас флот подгоним, мы сейчас высадим десант, мы там наведем полный порядок. Вот. И третий этап в конце – это сделка. После того, как клиент достаточно запуган, измучен неопределенностью, то одно, то другое, немножко надо покататься туда-сюда. Дальше предложена будет сделка. Да, какую-то сумму. Ах, вы не продаетесь? Тогда так. Тогда референдум о независимости. Вы же не против самоопределения по уставу ООН, да? Референдум о независимости, тем более, что возможность проведения референдума о независимости записана и в Конституции, и в договоре между Данией и Гренландией. Все, стали они независимыми, прошел референдум, а дальше уже с независимой Гренландией Соединенные Штаты подписывают договор об ассоциации. Не нужен очередной штат, принимать в состав штатов достаточно сложно, и потом не ратифицируешь это дело уже в штатах. И зачем еще менять состав Сената и Палаты представителей за этот счет? Мало ли кто там зайдет потом. Поэтому договор об ассоциации по модели Пуэрто-Рико, и этого достаточно для полного контроля со стороны Соединенных Штатов. Тут сценарий читается абсолютно. Они идут по нему. И я не вижу ничего, что могло бы воспрепятствовать в этом вопросе Дональду Трампу. Это не тема там России и Украины. А мотивация? Ведь, подождите, Россия фигурирует в теме Гренландии. Он говорит, если, ну, да, если не наша, то китайско-российская будет Гренландия. То это прям очень интересен посыл. Ну, да? это немножко так смешно поиграть в страшные сказки. Конечно, Россия никогда не претендовала ни на какую Гренландию, а вот Китай претендовал. Китай практически ведь уже договорился о том, что там 2 аэропорта будет строить современных, китайских.
да, и вокруг этих аэропортов экономические зоны развивать. И Штаты там в последний момент вмешались и все поломали. Так Китай действительно хотел там ногу поставить. В том числе и потому, что да, там пара месторождений редкоземельных элементов очень соблазнительная. Да, там 24 редких элемента из 30 с лишним, которые считаются критическими. Так что Китай хотел бы, но у Китая, видимо, не получится. Что касается России, то там ее подводные лодки, стратегии патрулируют вот эти арктические рубежи. Ну, их никто не тронет, понятное дело. Так что на Россию ссылаются в Суе, а вот на Китай, да, могут посоперничать. Но это уже в прошлом, теперь уже понятно, что нет. Мгм. Ну а как же быть с Данией, с Союзом, с НАТО? Ведь понимаете, в чем дело? Тут такой какой-то парадокс получается. Украина же что? За что воюет Украина? За Европу, за НАТО, за то, чтобы в Запад. Так а НАТО уже, вот если, например, это произойдет тем или иным способом, то, что мы обсудили, ведь это важнейший момент, да, вот это вот переход юрисдикции, так это уже не то НАТО, это вообще уже, оно нам надо, это НАТО, возникает главный, наверное, вопрос. И получается, пункт, давно отпавший сам собой. Ни Байден не принимал Украину в НАТО, ни тем более уж Трамп, ни НАТО, не принимающая Украину. Но тем не менее, его, этот пункт всячески пытаются, ну, как бы сохранить, да, ну, мол, как, не знаю, как признак суверенности. Дайте нам право хотеть и стремиться в НАТО. Ну, не берете, ну, стремиться-то дайте право. И за это, собственно, за право стремиться, в том числе идет война. Путин, он все-таки, на ваш взгляд, он, ну вот, как бы приторговывают вот этими зонами влияния. И когда начнется, ну вот все же вспоминают Жириновского, Венесуэлу обменяют на Украину, да? Получается, что Венесуэлу и Гренландию обменяют на Украину. А там еще что? Иран? Ну, Иран вроде выстоял. В чем будет обмен и как вы видите обмен вот этими зонами влияния, если он предусмотрен следующими глобальными шагами? Вот когда сейчас ссылаются на дух Анкориджа и на то русло, которое дух – это как бы атмосфера, это принцип, тональность договора, да? А русло – это те решения, которые мы одно за другим принимаем. Так вот, чем, собственно, был Анкоридж, договорились, что мы оба представляем великие державы, и мы учитываем интересы друг друга и сферы влияния друг друга. Вот. То есть там в Анкоридже состоялось признание, взаимное признание двух великих держав, законных интересов и сфер влияния. Мы сферы влияния разграничим, мы не будем сталкиваться. Причем трактовка современная, трактовка 21 века, она чем отличается? Раньше, когда говорили о сферы влияния возникли почему? 19 век был разгар, потому что начинала уходить в прошлое колониальная система, начиная с Южной Америки, уходила в прошлое колониальная система, да, и тогда возникла идея, что вместо бывших колоний, которые полностью были контролируемы, возникает идея сфер влияния. И тогда 1823 год, доктрина Монро, все западное полушарие, наша сфера влияния. А вы, державы европейские, монархи Европы, так и быть, мы, Америка, признаем, что там ваша сфера влияния в Старом Свете. Это была первая такая классическая трактовка, потом она поменялась. Но самое главное, вот в Анкоридже это состоялось. Великие державы и сферы влияния – это основа нового миропорядка, и в этом ключе мы начинаем действовать. Так вот, да, что касается России, это не значит, что полный беспредел должен быть у каждого в его сфере влияния. Нет. Трактовка 21 века – это сферы доминирующего влияния, а не эксклюзивного. Вот это важно иметь в виду. То есть, ты доминатор. Это термин из конфликтологии. Ты держава-доминатор. Присутствовать на этой территории, где ты доминатор, могут все. Все могут присутствовать и бизнесом заниматься. Но если возникает определенная группа вопросов,
вопросы безопасности или еще чего-то, то ты поговори с доминатором, дорогой мой, ты не действуй без оглядки на него. И это достаточно серьезные правила, которые вполне могут устояться. Поэтому, да, в западном полушарии, скорее всего, доминатором в итоге станут Соединенные Штаты. А вот в Большой Евразии Соединенным Штатам уже не быть доминатором. Тут, значит, Китай, Индия, Россия, КИР, об этом писал еще старший Примаков. Тут неизбежно, конечно, присоединится Индия, простите, тут неизбежно присоединится Турция как лидер тюркского мира, скорее всего, Саудовская Аравия как лидер арабского мира. То есть вот такой вот концерт миров произойдет, и большая Евразия, которая будет сосредотачиваться и самоорганизовываться, она уже будет выступать с каким-то общим набором интересов, и с ней надо будет согласовывать то, с этим концертом великих евразийских держав, согласовывать то, что ты намерен делать, если ты являешься внерегиональным игроком. Это нормальное устройство мира. Все остальное – это вилами по воде. Это и дым над этой водой, понимаете? Все эти разговоры, все эти апелляции к человеческой этике, которую пытаются проецировать на международные отношения. Это великая мечта моего любимца Иммануила Канта, с которым я всем сердцем согласен, чтобы человеческая этика и принципы человеческой этики, включая вот этот самый моральный императив, чтобы они стали основой международных отношений. Но старик Иммануил не дожил, и мы с вами, Александр, не доживем. То есть давайте мы отнесем это в светлое будущее. А сейчас вот так устроены международные отношения, и они так будут устроены. Поэтому то, что делает сейчас Зеленский и его европейские союзники, они перешли в геополитическую оборону и воюют на два фронта. Против Трампа и его команды, не против Соединенных Штатов Америки, а против Трампа в Америке и его команды в Америке они воюют. А с другой стороны, против России. Причем у меня такое ощущение, что этот заокеанский враг для них сейчас опаснее, и он на первом месте по приоритету сейчас. Оттуда основной удар может прилететь. Смотрите, давайте вот и вот оценим. этим они заняты. Давайте оценим этот удар, возможный удар, просто это прям очень интересно. А чем дышит сейчас Европа? Мерц разоткровенничался, говорит, зря мы похерили свою энергетику ядерную, да, атомную, зря вот это вот мы, вот вообще, говорит, американцы, говорит, немцы, родненькие, слишком большие у вас зарплаты, надо больше работать. Мелония с Макроном уже там как бы собирают сбор, в общем, выбирают как бы считалочку считают, там на Золотом Крыльце сидели, кто поедет к Путину договариваться, как бы представляя всю Европу. Примет ли Кремль гонца из Европы? С чем он может туда отправиться? Есть ли вообще, вот именно как конфликтолог, насколько ну вот это логичное развитие событий, чтобы европейцы выбрали своего, ну не назначали Зеленского своего, а выбрали своего. Это тоже ведь показательнейший момент. Обычно у нас Зеленский, он как бы щит Европы, представляет Европу, воюет за Европу вместе с Европой. Щит и меч. Сразу щит и меч, как бы full щит, что называется. Но понимаете, в чем дело? А этого же не хватало. Вот кого-то какого-то уполномоченного представителя, чтобы он, ну, как бы тоже поговорил с Москвой. Ох, с Европой просто какая-то длящаяся трагедия. Я большой европофил, я в этом смысле на стороне Достоевского, который тоже переживал еще в XIX веке по поводу упадка Европы, представляете, и говорил о том, что европейцы деградируют, а нам, русским, их великие камни, их замечательные памятники, их вершины их культуры, они нам дороже, чем им, европейцам. Мы больше любим их культуру и их замечательную цивилизацию, чем сами европейцы, больше ее ценим. Это в дневнике писателя. Вот я в этом смысле с ними солидарен. Смотрите, на протяжении 5 столетий, с 16 века по 20 включительно,
Европа была, царила в мире, определяла судьбы человечества. Да? Все человечество жило для того, чтобы европейские страны поднимались, а элиты этих стран процветали на протяжении 500 лет. И даже вот когда возникли филиалы Европы там, в Соединенных Штатах Америки, там, в Северной Америке, в Южной Америке филиал Европы уже испаноязычный, когда это даже возникло, это все равно все было ради Европы, ради ее могущества и ее мирового правления. И что же произошло, что мы видим сейчас? Вот Европа, если сейчас говорить уже о современной Европе, нанесла себе 3 удара. В пах, в сердце и в голову, наконец. Сначала это был зеленый переход радикальный, вот то, о чем сейчас Мерц тоскует, зачем мы пожертвовали атомной энергетикой с дуру. Да? Вот. Потом отказ от энергетики, энергоресурсов, поступавших из России, в которые были вложены сотни миллиардов там, долларов и чего угодно еще, и была создана огромная инфраструктура, перемещавшая запасы энергоресурсов из России в Европу, и на этом поднялась буквально и расцвела европейская промышленность, в первую очередь немецкая. Отказ от этого бессмысленный и беспощадный. И, наконец, Европа допустила долгую войну на своей территории. Это уже был выстрел в голову. Вот сейчас, после этих 3 ударов, нанесенных собственноручно европейскими политиками, поправить ничего уже нельзя, я боюсь. То есть до прежних высот Европа не поднимется. Но остановить спад, остановить деградацию дальнейшую, да, можно, и перейти к нормальному функционированию уже, поскольку они это естественная часть Большой Евразии, то в строительстве этого замечательного проекта «Большая Евразия» они вполне могут принять участие. Надо только опомниться и сделать это. Вы верно сказали, что нужен представитель в этом диалоге о завершении Украино-российской войны. Как можно было 4 года видеть это все, переносить это все, испытывать это все и даже не вступить в переговоры? Я не представляю, что должно заклинить в европейских умах, чтобы пойти на это. Значит, вот сейчас сначала Макрон, самый чуткий из европейских лидеров, поднял тему, но всякий раз, как он пытается позвонить в Москву, у него судорога руку сводят с телефоном. Наконец, и, честно говоря, он не лучший собеседник для Москвы, потому что он все провалил в своей стране, его там почти никто не поддерживает, и он домучивает свое провальное президентство до 27 года, и с ним обсуждать будущее российско-европейских отношений бессмысленно. Вот Джорджа Мелани, когда она проявила к теме интерес, это более перспективный собеседник на тему о будущем Европы. У нее хорошие позиции внутри страны, у нее доверительные отношения личные с Дональдом Трампом. С ней можно говорить о будущем. Значит, вот если бы она как-то операционализировала свой интерес, да, через посольство в Москве, что-то написала, что-то предложила, и если бы с ней какая-то состоялась встреча, именно с ней, не присылать сразу каких-то гонцов, как сейчас хотят, там, уполномоченных каких-то чиновников назначить. Нет, кто-то должен из лидеров Европы, авторитетных, лично сломать лед, как ледокол. А дальше можно уже представителей посылать. И моя ставка на Джорджу Мелани. Прямо она с Путиным будет встречаться, не Стубы, Да. не Драги, не какие-то там вот эти... Потом, после нее, после установочной встречи, вот как Путин и Трамп встретились в Анкоридже, это была установочная встреча. Да? А дальше, да, поехали Джаред Кушнер, Стивен Витков, кто только еще не приедет. Но сначала должна быть установочная встреча. Глаза в глаза они должны посмотреть и создать некое русло, наметить дальнейшего движения. Как вы оцениваете
Ну, собственно, позиции Зеленского, исходя из чрезвычайной ситуации, которую он объявил вчера, ситуации, ну, на самом деле очень тяжело людям в Украине, без света по много часов или как по мало часов со светом, замерзающие квартиры, морозы. В общем, ужас, что происходит. Это ведь, ну, понятно, да, все как бы понимают, что это такой элемент принуждения, да, к договоренностям, но правильно ли сыграет вот этот момент, когда атакованные станции, подстанции, энергоструктура, ну, будут восприняты таким образом, да? Потому что, смотрите, условно, завтра подписывают мир, а восстанавливать это все будет долгие годы. С болью в сердце смотрю на то, что вот показывают по Киеву. Господи, там есть родные с точки зрения моей семейной истории места. Не знаю, как сейчас эти улицы называются. В мое время это была улица Урицкого, улица Островского. Они неподалеку примыкали к железнодорожному вокзалу. Так сказать, родной для семьи Соломенский район. Значит, страшное дело, конечно, происходит. И, конечно, это чрезвычайная ситуация. Абсолютно. Но как собирается нынешний правитель Украины Зеленский преодолевать эту чрезвычайную ситуацию? Да? Значит, там решили там создать какой-то штаб, который будет там на что-то реагировать, да? Решили подкорректировать комендантский час, наверное, для того, чтобы люди могли выходить во двор и разжигать костры и погреться. Я так полагаю. Комендантский час пересматривается. Значит, почему самого главного, что именно президент должен сделать? Вот именно президент страны, оказавшийся в таком чрезвычайном положении. Немедленно возобновить Стамбульский мирный процесс. Это твоя сфера, твоя компетенция. Возобновить Стамбульский мирный процесс, где встречались государственные делегации России и Украины, и прерван он был по инициативе Киева. Значит, вернуться к темам, которые там обсуждались, продвинуться вперед по формулированию какого-то финального мирного договора. Для этого все условия заявлены. Просто надо некоторые, от которых Россия никогда не откажется, обязательно принять. Но надо возобновлять мирный процесс, а пока он идет и идет всерьез, а не забалтывается, предлагать воздержаться от тех или иных видов боевых действий. Воздержаться, например, от ударов по танкерам и прочим кораблям на море. Воздержаться от ударов по энергетике. Но не просто так в виде перемирия, а потому что мы продвигаемся в деле реальной выработки работоспособного мирного договора. Ну вот как мог бы действовать нормальный президент. Обязан действовать именно так, но не действует. Но не этот человек. В чьих интересах тогда он действует, как вам кажется? Корпорация войны, которую он сейчас возглавляет, и которая держит, я уже говорил, я не знаю точно, сколько их, тех, кто хорошо себя чувствует при свете, при тепле и при деньгах, и при власти, соответственно, кто не хочет все это потерять вместе со свободой, и кто затягивает войну. Ну, их, наверное, 15-20, может быть, со всей обслугой, охраной и со всем остальным. И они держат в заложниках, да, остальное население Украины. Что с ними сделать извне, трудно сказать. Я думаю, что почти невозможно. Я не сторонник здесь каких-то действий по модели, показанной американцами в Венесуэле. Тем более, что там была проявлена такая жуткая совершенно жестокость. Я говорю о том, как была расстреляна героическая кубинская охрана. 32 человека погибли, ни один не отступил. Просто вот смертью храбрых. Значит, в данном случае или украинский парламент вдруг проснется и поднимет вопрос об ответственности президента и потребует его отчитаться. Вот. Кстати, для этого есть все основания.
в том числе и основания уголовного характера есть. Пора бы проснуться и поинтересоваться. К сожалению, это маловероятно, потому что у всех рыло в пуху, я даже не скажу рыльца. Вот. И, конечно, они понимают, что лучше не трогать тему. А вот почему Трамп до сих пор терпит Зеленского на этом месте, не знаю, честно говоря. Ну, очевидно же, сам признает, что это главное препятствие, но терпит. Не понимаю, почему. Загадка для меня. Сейчас пошла риторика о том, что, ну, в общем-то, нужно спасаться, отмена комендантского часа. Только что вот проголосовали военное положение до мая месяца, мобилизацию тоже. Но понимаете, какая циничная штука? Типа, дают советы, уезжайте из городов, а как ты выйдешь? Если ты выйдешь с города, там блокпост. Въедешь в какой-то другой населенный пункт, там тоже блокпост. Ну и, собственно, как бы тема эвакуации отметается. Ну, как такая, как, ну, вот как в детстве, да, приходят и говорят, надо рвать зуб. Да? Нет, не будем рвать, там, будем полоскать, будем чего-то там, какие-то примочки делать, будем что-то где-то там, еще что-то. Но его все равно придется рвать. То есть, да, и ну, придется принимать решение об эвакуации. Потому что если так продлится еще дольше, ну, опять-таки, морозы это, ну, а просто холода. То есть, просто холода тоже станут невыносимыми в отсутствии света. И если Россия продолжит бомбить и, ну, в общем, так, отключать Украину от электроэнергии. Мы всегда говорили, что какая-то вот другая беда заменит эту беду. Может, это и есть та беда, Украина, которая падает в каменный век? Да нет, до каменного века-то я уверен, что ситуация не дойдет. Тут все-таки в Украине должен появиться какой-то другой голос. Все понимаю, насколько там это опасно, насколько там свирепствуют спецслужбы и как, каким тяжелым может быть исход для любого, кто поднимет голос. Но, тем не менее, кто-то должен этот голос поднять. И должен быть какой-то центр консолидации для людей с разумной позицией, со здравым смыслом. Потому что сейчас вот эта зависимость, вроде их не так много. В этой корпорации войны там всего 15, максимум 20 тысяч. Но они настолько тотально покрывают страну, что сейчас никакого иного центра, причем центра не в том, что давайте все это самое, поднимем руки, сдадимся и так далее, а просто что есть иной выход из войны. Вот с этим утверждением я все жду, кто на территории Украины выступит. Понимаю, что, скорее всего, это должен быть кто-то из членов парламента, но никто не осмеливается. Неужели настолько все повязаны вот этой схемой, когда там за голосование вообще уникальный парламент? Парламент, который десятилетиями существовал благодаря тому, что люди голосовали за конверты с деньгами. И даже вот некие расценки существовали, сколько стоит голос рядового депутата, сколько там главы какого-нибудь комитета, сколько главы фракции, можно было купить целую фракцию для какого-то важного голосования. Потрясающе. Но я не верю, что вот 100% было таковыми. Более того, я даже знаю, вот есть же там депутаты некоторые даже в эмиграцию вынуждены были податься, которые точно держались в стороне от этой чумы. Нужен какой-то голос, другой голос в Украине, в самой Украине, вот сейчас. Кто-то должен показать пример. Вот как какая-нибудь там Жанна д'Арк в свое время. Юля Дарк вас не устроит? Если этого не случится, я понимаю, что это в некотором роде такие прекраснодушные мечтания. Если этого не случится,
никакой там Леси Украинки не появится. Ну, тогда все-таки, если Трамп не намерен дистанцироваться и умыть руки, это тоже возможно для него выход, то тогда надо перестать уже мучить Украину своими колебаниями и убрать просто первое лицо, поставить любого другого. Я вас уверяю, вот сейчас опять появится куча комментаторов, которые будут говорить: да вы что, да кого там не поменяй, любое новое лицо будет делать то же самое. Нет, дорогие друзья, вот поверьте историку и конфликтологу, нет. Сам факт того, что ушел человек со всем шлейфом, который он уже породил для страны, а пришел тот, у кого этого шлейфа нет, и он понимает, зачем его история извлекла из резерва и поставила, и он скажет: я это все не породил, не я начинал и втянул в эту войну страну, но я чувствую, что призван ее закончить, и он будет действовать иначе в любом случае. Вот такого рода человек должен появиться. Причем не обязательно и даже точно не какой-то там пророссийский герой. Ни в коем случае. Это должен быть вполне человек, по-другому понимающий Украину, по-другому представляющий себе народ и его судьбу, историческую судьбу. Вот такой человек должен появиться. Ну, пока не вижу, но знаю по опыту и по книгам, что когда настолько мощный запрос уже в народе сформировался, в историческом народе, многомиллионном народе запрос сформировался, появится тот, кто на себя возьмет эту роль. Сергей Станкевич был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Мира и благополучия, дорогие друзья. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, поставьте лайк и напишите, что думаете. Добра и света. Увидимся.